Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим сливочное масло своими руками. Готовить масло я буду из сливок, которые я купила в магазине. Жирность сливок 36% должна быть или выше. Если вы покупаете свои сливки так же, как и я в магазине, то обязательно обратите внимание на состав. В составе не должно быть никаких добавок, только сливки. Взбивать мы будем сливки на высоких оборотах, поэтому брызги будут по всему дому. Обязательно закройте чашку чем-нибудь, что у вас есть под рукой. Я обычно всегда закрываю пищевой пленкой. Скорость я обычно увеличиваю постепенно, чтобы избежать большого разбрызгивания, и потихонечку довожу ее до 6 или до 8. Вы у меня видели на миксере такие пометки. Прошло примерно 5 минут после взбивания, и я хочу открыть и показать вам примерно консистенцию. Обычно я миксер не останавливаю, а просто продолжаю взбивать, но сейчас я хочу показать. Минут через 10 после начала взбивания сливки снова меняют свою консистенцию, они становятся более плотные и более желтые. Я снова остановила и снова хочу вам показать. На этом этапе уже можно видеть такие небольшие комочки, похожие на масло, но масло еще не готово. Общее время взбивания сливок очень часто зависит от производителя. Я брала разные сливки, пробовала с разными фирмами и в среднем занимает где-то 20-25 минут. Процесс взбивания закончился. Посмотрите, как масло собралось на венчик. Оно такое красивое, желтое, ароматное. С него все еще капает жидкость, я пока оставлю так, пусть она стекает. По вкусу домашнее сливочное масло даже из покупных сливок получается очень вкусным. Оно имеет хороший такой сливочный привкус, молочный вкус. Теперь масло нужно промыть. Для этого мне понадобится большая чашка и холодная вода. Вот эта жидкость, которая сейчас все еще капает с масла, как вы, наверное, знаете, называется пахта. Ее нужно хорошенько вымыть из масла, иначе если она останется где-то в пазухах масла, то масло может начать кислить спустя несколько дней. Поэтому я масло отламываю вот такими небольшими кусочками. Это, кстати, очень хорошо делать в холодной именно воде, чтобы масло не таяло, оно не было мягким и не липло к рукам. Тогда оно отваливается вот такими кусочками, его очень удобно промывать. И вот таким образом я его просто споласкиваю со всех сторон, очень качественно. Хочу показать вам, что осталось в чаше. Вот она пахта. Это остатки жидкости из-под масла. Там еще немножко лежат кусочки масла. Я их не буду вытаскивать. И немножко оставшихся сливок. Пахту, кстати, я никогда не выкидываю, не выливаю. Из нее получаются вкуснейшие оладушки. А также ее можно использовать для приготовления хлеба, например, или блинчиков. Масло я все еще промываю. Это занимает примерно минут 5, чтобы его хорошо вымыть. Сейчас я его так соберу в комочек. Это такой приятный релаксационный процесс. Кстати, масло у нас это уже конечный продукт, и мы его термически никак не будем обрабатывать, поэтому нужно обязательно смотреть, чтобы руки были очень чистые. Я не пользуюсь в этом процессе перчатками по многим причинам, потому что, во-первых, я не чувствую текстуру масла в перчатках, а во-вторых, в принципе, в этом нет необходимости, если вы моете руки. Обратите внимание, как я сжимаю и меняю форму масла со всех сторон. Я это делаю для того, чтобы в масле не образовались вот эти вот маленькие пространства с воздухом, где пахта могла бы сохраниться. Вода уже стала мутной, эту воду я солью и снова залью масло чистой водой. Вода по-прежнему у меня холодная. Я достаточно подробно показываю промывку и формовку масла, поскольку этот шаг очень важный. Чем лучше мы промоем масло, тем лучше у него будет вкус и тем дольше он будет храниться в холодильнике. Обратите внимание, что вот последние нажимы я делаю на масло, и вода у меня остается по-прежнему чистой. Это означает, что масло готово. У меня нет специальной формы для масла, поэтому я просто воспользуюсь пищевой пленкой для конечной формовки. Масло нужно будет отжать еще раз в последний раз, убрать всю лишнюю воду, если нужно воспользоваться бумажным полотенцем. Я придаю маслу немного такую вытянутую форму и оборачиваю его пленкой. На приготовление такого количества масла у меня ушло примерно около литра сливок. И конечный вес этого кусочка, который мы сейчас делаем, примерно 385 граммов. Если у вас тоже нет специальных форм для масла, то очень удобно воспользоваться вот такими резаками для теста. Я сжимаю масло со всех сторон, сначала вдоль, потом поперек, и снова повторяю процесс несколько раз. Это уплотняет масло и убирает лишний воздух изнутри. На приготовление домашнего масла у меня уходит примерно 30 минут. Такое масло очень хорошо хранится в холодильнике около 2 недель, а также его можно заморозить. И в замороженном виде оно может храниться до 4 месяцев.
После формовки в пищевой пленке, пищевую пленку я обычно удаляю и перекладываю масло в пергаментную бумагу. Подобное домашнее масло можно приготовить не только с помощью миксера. Можно также просто приготовить его в обычной банке. Для этого, например, можно взять литровую банку, наполнить ее на 1/3 сливками, жирными, конечно, сливками, и вам понадобится 2 сильные руки. Попросите своих домашних и потрясите эту банку минут 20-30. Вы можете спросить, зачем готовить домашнее масло, когда в магазине можно купить хорошего качества и так много. Домашнее масло получается более свежим на вкус, и более сливочным, и более ароматным. А также по цене оно получается у нас примерно в 2 раза дешевле, чем в магазине. И помимо масла у нас еще остается пахта для приготовления других блюд. Свое масло я уже подержала в холодильнике какое-то время, вот достала, хочу показать, как оно режется. Смотрите, режется оно очень мягко, оно не крошится, не разваливается. Очень приятное на вкус. Ну и, конечно, всеми любимый бутерброд с сахаром. Кто любит бутерброд с сахаром, поставьте маленькое сердечко в комментариях. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Попробуйте приготовить.